Я приветствую вас, представители знака зодиака Козерог. Таро расклад. Что спешит в вашу жизнь? Таро прогноз. События ближайшего будущего. Таро на неделю с 21 по 27 апреля. Давайте с вами узнаем, кто или что спешит в вашу жизнь, с чем это будет связано. Может быть, какие-то изменения в вашей жизни. Возможно, это какая-то новая информация будет получена или документ, как отправная точка отсчета для ваших действий, а возможно, это будет связано с человеком. И спросим, достанем такие карты, как знаки судьбы, чтобы поднять, к чему это все идет. Или зачем нам нужно было проходить какой-то жизненный этап. Конечно, останемся реалистами, но я так надеюсь, что вы сумеете переложить вашу историю, ситуацию на метафору карт. И какую-то подсказку для себя получите. Или свой вопрос продумайте, и пазл, может быть, какой-то сложится. Словом, наш расклад вам будет чем-то полезен. Итак, события ближайшего будущего. Что или кто спешит в вашу жизнь? И начинаем мы с карт старинного цыганского пасьянса. Кто или что спешит в вашу жизнь? Какие знаки судьбы последуют? Или что, может быть, какими-то теми событиями, которые уже сейчас происходят, вас как судьба к чему-то подводит, может быть, и так. И смотрите, у вас совпадает подкова. Подкова – это семейное счастье. И поэтому это как и дела семейные, имеется в виду домочадцы. Может быть, если вы в браке, это значит ваш супруг, супруга, может быть, отношения с родственниками, с детьми. Или это обустройство вашего дома. Это ваша личная какая-то концепция, может быть, еще и работа на дому, кстати, почему нет? Тоже вот как сделать жилье и удобным, и комфортным одновременно. Но вот это все то, что нас радует. Безусловно, подкова – это где-то прежде считался вообще как элемент удачи, поэтому вот такие вопросы, которыми хочется заниматься. Но есть месяц. Месяц – это у нас сомнения. Может быть, карты говорят, ты особо не торопись, потому что есть вещи, которые ты не видишь сейчас, как это будет развиваться. Или когда внутренние какие-то твои сомнения, они тебе тоже отчасти мешают. Поэтому иногда в нашей жизни так бывает. Даже если мы куда-то не поторопились, все равно потом себе говорим спасибо, потому что время прошло. И мы смотрим, что, и правда, некоторые позиции как-то сами прояснились. Иногда это связано с какими-то подзаконными, например, актами. Сначала выходит один закон, да, или он, может быть, действует. Но очень часто бывают какие-то дополнения или приложения, вот если для кого это актуально. Или когда то, что вы хотите осуществить, не совсем зависит от вас, а зависит от взаимодействия с людьми. Пока вы найдете нужного человека, или пока вы найдете грамотного человека, который вам поможет разрешить ваш вопрос или решить какую-то тему, здесь тоже нужно время. Смотрим. Но, тем не менее, открытый путь. Может быть, вот начало недели, да, у вас выпадает подкова, и это воодушевление, как я сказала, дела домашние, дела семейные, дела личной жизни. А после есть какие-то еще моменты, которые вы бы хотели осуществить, но скорее тут не так быстро будет что-то продвигаться. Но вот где-то середина недели или к ее окончанию, как открытый путь, это возможности, по сути дела. Ключи обычно у нас ассоциируются с иерофантом, если мы берем карту Таро. А иерофант – это то, что все по закону, это где-то система иерархии, когда мы не идем против системы, а как раз ступенька за ступенькой решаем так планомерно какой-то вопрос, или когда мы обучаемся. Но так или иначе, словно вот для вас, мои дорогие, дороги раскрываются, зеленый свет, по сути дела, возможности. Или когда есть возможность со всеми договориться. Но, по крайней мере, с теми, которые мы называем ключевые персоны. Но не замечтаться все же стоит, потому что выпадает еще змея. И, наверное, у нас сейчас год змеи. Змея, она наблюдает. Она наблюдает, анализирует и только потом действует. И вот этот месяц, когда я сказала, пока еще вы не видите, чем закончится дело, или как разрешится, или решится какой-то вопрос.
Поэтому не бегите впереди паровоза. Вот будьте как змея, наверное. Наблюдайте, анализируйте, делайте выводы. Ну и будете, конечно, осмотрительны, мои дорогие, потому что мы не можем исключать и такого значения, когда, ну, как скрытый враг. Или как то лицо, которое словно притаилось и за нами наблюдает. Вот, наверное, та концепция, когда за вами наблюдает кто-то. А у вас, в принципе, ведь все достаточно неплохо. Поэтому себе не навредить, наверное, не на последнем месте. Вот такая задача будет стоять. Может быть, какая-то новость связана, кстати. Вот смотрите, змея, да? А дальше у вас выпадает колокол, значение. Колокол – это неожиданная новость. Это то, что не совсем может касаться вот вас напрямую. Это как информация, которую можем слышать да хоть откуда. Либо нам ее человек какой-то передает, либо мы в разговоре это узнаем, либо мы так вот слышим вообще, как пространство на каком-то более высоком уровне. И поначалу нас эта новость может шокировать. Но с учетом, что у вас и еще и змея, да, я сказала, совпала, будьте внимательны, здесь может быть ошибочная информация. Вот может быть есть такой человек, который просто вам завидует. И начинает вот эту тень на плетень наводить. Почему я так говорю? Потому что в конце у вас выпадает голубь. Это благополучие. Благополучие – это у нас все. И дела, и работа, и наше благополучие в плане финансов. Это и наши домочадцы, это и вопросы нашего жилища. И это все, когда у вас под контролем, и самое главное, в каком-то гармоничном, едином балансе. То есть, в принципе, начался наш расклад с подковы, а заканчивается благополучием, семейное счастье, и в целом нам карты пасьянса говорят благополучие. И, в общем-то, этот ключ, когда, ну, нет каких-то вот явных преград. Да, это про явные преграды. А тем не менее, кто-то может и затаиться. Или для вас может, знаете, к примеру, мои дорогие козероги, ну, вы выглядите, может быть, как человек уверенный. Вы, правда, вы сильные люди. И вы можете, как бы вам не было тяжело, вы это не транслируете. По вас невозможно считать, что там происходит у вас, какие перед вами стоят задачи, чем вы обеспокоены. Вы умеете держать марку, а кому-то это не нравится. Кому-то, может быть, и хочется словно выбить из колеи или где-то вашу эту уверенность, спокойствие нарушить. Поэтому будьте мудры. Вот в первую очередь будьте мудры, будьте где-то сами в энергиях змеи. Как я уже говорила, наблюдайте, анализируйте и не включайтесь в какое-то дело, вопрос, какую-то тему, которую вы услышите. Услышали? Значит, обдумайте, откуда поступила эта информация, можно ли ей доверять, как она ко мне относится, может быть, вообще никак не относится, а может быть, это попросту сплетни. И вот такое я тоже вполне допускаю. Так, смотрим, в нашем раскладе мы можем соединить крайние ряды по горизонтали и по вертикали. У вас еще выпадает сердце. Да, именно сердце. Это кто-то добивается вашего сердца или вашей любви. Я должна сказать иногда, но понятно, не для всех, поэтому я разные позиции змеи озвучиваю. Иногда змея бывает и страсть, а здесь любовь. Страстная любовь или страстное желание быть человеком, обладать этим человеком. Такое тоже может для кого-то из вас проигрываться. Перекладывайте на реальность своей жизни. Но у вас я больше вижу именно доброй энергии. И вторая половина апреля, собственно, даже, и с заходом на май. Это больше как и жизненных сил для всех нас, так и, ну, более доброе небо. Это не значит, что те процессы, даже в каком-то общемировом масштабе, которые были запущены прежде, они не будут развиваться. Нет, тут все равно вот эта какая-то палитра внешняя, она будет идти своим чередом. Будем реалистами, безусловно. Но что касается именно вас самих, нет таких помех значимых. И даже если кто-то наблюдает, при вашем должном внимании и при вашей мудрости вам никто не способен помешать. Просто, ну, где-то быть настороже – это хорошая практика. И пока я с вами говорила, смотрела, что у вас еще можно соединить по горизонтали, по вертикали.
Не вижу совпадений, поэтому мы с вами идем дальше. И первая наша карта. Главный вопрос. Кто или что спешит в вашу жизнь? С чем это связано? Вторая карта. Знаки судьбы. Что вам нужно услышать, на что нужно обратить внимание? И зададим вопрос, к чему все идет, какое продолжение следует. Это по первой карте. И вторая, как знаки судьбы, к чему это все идет, чтобы на пару шагов вперед вы могли просчитать какую-то свою задумку, может быть и так, или тактику, стратегию. И по основным сферам жизни это сфера ваших достижений. Это работа, профессиональная деятельность, деньги, у кого-то учеба, у кого-то документы, вот такие энергии. Личная жизнь и любовь. Давайте будем с вами узнавать, что спешит или кто в вашу жизнь. Ну, какие-то, видимо, выводы вы будете делать. И я не могу сказать, что тут что-то вот конкретно или кто-то спешит. Хотя могу предположить, ведь тройка мечей... Хоть она вот такая всегда мрачная карта, и часто для нас она какое-то разочарование, или нам кажется, что это повторится какой-то тягостный период, а тем не менее, ведь это карта выздоровления. Я часто в своих раскладах говорю, что это карта здорового равнодушия. Вот эта сложная ситуация, она у вас уже осталась позади. Уже она не повторится. И вот в этой колоде мне нравится, как это представлено сердце, обратите внимание. Словно нити какие-то держат это сердце. И девушка наша кричит от боли. То есть это та прежняя история, может быть, предательство. Или глубокое какое-то разочарование. Может быть, в конкретном человеке. Может быть, это была та ситуация из разряда непреодолимых событий, на которые вы тоже не влияли. Но вот что случилось, то случилось. Но вот это заштопанное сердце. О чем? Да, тут здоровое равнодушие. И там, где шрамы остались, они никуда не делись. И сердце на сегодняшний день вот уже не имеет этой острой боли. Но есть что-то из прошлого, что опасно ворошить. Или то, что для вас все равно откликается какими-то воспоминаниями, которые, с одной стороны... Понятно, они вас не вдохновляют, но хочется держаться на стороже. И я сказала, что держаться на стороже стоит, потому что не повторить какую-то ошибку. И вот это здоровое равнодушие, когда мы заново эту боль уже не переживаем. Потому что сильнее уже болеть не может, чем болело когда-то. То, что болело, оно уже отболело. Но то, что осталось в нашей памяти как опыт, мы не должны повторить. Поэтому, если... Мы спросили, кто или что спешит в вашу жизнь. Здесь я допускаю, вот как бывшие, да, возвращаются. Или, может быть, есть до сих пор какая-то нерешенная тема, нерешенный вопрос, который касается прежних взаимоотношений. У кого-то личная жизнь, у кого-то это может быть. И по работе вполне какая-то сложная, затянувшаяся ситуация. Она уже, в принципе, закончилась. Но, может быть, некоторые акценты вам придется расставить на этой неделе. Или это может быть какая-то, знаете, похожая ситуация, когда вы не должны повторно совершить ошибку. Может быть, на что-то согласившись, не успев додумать. Так тоже бывает, правда. Вы можете даже из благородных побуждений думать иногда о том, что, ну да, вот эти люди меня не подведут. Или если мне обещают, значит, ну, свои обещания человек исполнит. Ну, наверное, на этой неделе не все однозначно. И поэтому быть недоверчивым, я бы сказала, на этой неделе вам помогает, чтобы не повторить какой-то опыт. Ну, а если вы и сталкиваетесь с какой-то похожей ситуацией, или буквально о вас вспоминают с прежнего места работы, или, допустим, это тот человек, с которым у вас были личные связи, здесь тоже, значит, держите ухо востро. Давайте мы сразу откроем, к чему же это все идет.
какой-то выход из лабиринта. Какой-то лабиринт, путаница все равно у вас закончится. Я сказала, последний акцент или все точки над «и». Как гештальт какой-то последний закрыть, чтобы к этому больше не возвращаться. Это правда какое-то у вас выздоровление, что спешит. На ваш порог выздоровления от какой-то болезненной ситуации. Вам легче будет оставить что-то словно за плечами. В прошлом, позади. Потому что теперь... Ну, вы уже видите, может быть, для себя какие-то новые перспективы. Или у вас, у кого-то уже новые отношения. Но есть еще какие-то детали, может быть, и из прошлой жизни, которые о себе напоминают. И тут тоже надо все расставить по местам. Самое главное, не пытаться теребить какую-то прошлую рану. Вот об этом тоже вам говорят. Это не имеет никакого значения. И туз мечей ведь холодная карта. Это когда мы принимаем окончательное решение. Вот какое-то окончательное решение через прожитую ситуацию спешит в вашу жизнь, или оно будет связано именно с тем, когда вам не захочется в чем-то участвовать или еще раз найти какие-то грабли. Знаки судьбы. У Омара Хайяма есть бои, я думаю, многие из вас знают. Мне очень нравится его творчество, хотя, боже мой, это было много веков тому назад. Так вот, один из них. Чтобы мудро жизнь прожить, знать надобно немало. 2 верных правила. Запомни для начала. Ты лучше голодай, чем что попало есть. И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Почему-то мне вспомнилось, извините, иногда вот эти мудрые цитаты, они говорят сами за себя, чем ворох каких-то ненужных слов. И аркан отшельника. С одной стороны, вот я люблю эту карту, никто не мешает. Тут самому бы себе не помешать с учетом верхней карты, и это как знак судьбы. Ну, есть какая-то у вас, мои дорогие козероги, минусовая ситуация в прошлом, но которую вы пока еще не отпустили. Может быть, вы и сами рады, но не так быстро. И где-то вот эти воспоминания, как по месяцу, по луне, они вас могут пытаться охватить, удерживать, но вам все равно идти вперед. По отшельнику он ведь всегда идет вперед, но он идет медленно, чтобы себе не навредить. И самый главный момент – это как знаки судьбы. Слушайте свою интуицию. И даже если вы всегда думали, интуиция – это вообще ни о чем. Ну да, тут не надо путать с глубокой философией на мелком месте. Потому что глубокая философия на мелком месте – это когда наше сознание, а сознание – это великий шаблон или привычка. Так вот, сознание, оно работает именно так, оно пытается нас словно затянуть в ту ситуацию, которая была уже. Почему? А потому что для сознания это привычно или это более адаптивно. Сознанию понятен механизм, как нами как будто повелевать, или какие нам давать указания, или какие нам давать паттерны на будущее. А есть еще и как высший разум, или в принципе разум. И вот интуиция – это не что иное, как тандем прекрасный из разума и такого беспристрастного, и прежнего опыта холодного, когда мы просто оставляем ситуацию, не переживая ее заново. И это все соответствует аркану отшельник. Поэтому он и мудрец. Он может распутывать сложные какие-то ситуации, жизненные коллизии, или как гордиевые узлы, может быть, в отношениях, потому что он беспристрастен. Он не включается эмоционально ни в одну ситуацию. Его сложно купить. Его сложно на что-то уговорить. Его сложно где-то льстить ему даже. Он тоже не включается в эту лесть. Но его сложно даже и расстроить. Потому что если ты хочешь его вывести на эмоции, он настолько беспристрастен, что даже если ты будешь какие-то острые фразы бросать, а ему все равно. Потому что есть вот это знание. Он знает о себе что-то очень ценное. И в данном случае мнение людское не изменит его мнение самого о себе. Вот такая философская карта. Ну вот есть, значит, какая-то концепция у вас на этой неделе. Оставайтесь верны сами себе. И, правда, куда-то не торопитесь, слушайте свою интуицию. К чему же это все идет? А вам придется выбирать. Тут не просто... Вы вышли из лабиринта, закончился какой-то этап или закончилась какая-то
прошлая история. Вы, скорее всего, это сами понимаете. Но, может быть, после того вот выхода из этой путаницы, вы вроде умом понимаете, что да, это уже осталось позади. А вот последующие шаги вы пока не видите. И 4 чаш нам говорит о 2 вариантах. Твой, как будто козерог, он приходит с другой стороны. По этой карте мы должны словно увидеть что-то в другом направлении. Или какую-то альтернативную возможность. Чашу нам подают. Совсем не с той стороны, куда смотрит девушка. Она вот так ожидает, что откуда-то, видимо, более с правой стороны к ней либо кто-то придет, или ей что-то будет предложено, или она, может быть, попросту что-то увидит. А чаша подается снизу и слева. То есть вот какая-то, знаете, как разворот на 180 градусов. Или вам нужно сделать что-то так, как вы прежде совершенно не поступали. И где-то это соответствует отшельнику, потому что он поступает по своим мотивам, он живет по своим правилам. И пусть с ним никто не соглашается, это не значит, что он пытается всем быть удобным, например. Он ни с кем и не конфликтует, потому что, опять же, его невозможно вывести на эмоции. Вот для вас вот это, все вот такие качества, они для чего нужны? Вам нужно делать какой-то выбор, вам нужно увидеть какую-то возможность. И эта возможность, она может быть, как ее вы способны увидеть только через отстраненную ситуацию. Или когда мы сами себе доверяем. Доверяем своей, опять же, интуиции. Но по 4 чаш я должна сказать, что и какое-то ожидание должно быть закончено. Не вполне мне понятно. Много философии в вашем раскладе. Тем не менее, благополучие, может быть, где-то надо и сохранять и благополучие, и семейное счастье, и все то, что вы имеете. Давайте как карту совет. Праздник, тем не менее, карта праздника. С чем это связан, этот праздник? Королева жезлов. Ну, королева жезлов – это жизнь по преданию. Это карта сильного человека. Жизнь ее ставила на колени не единожды. И самое главное, она научилась молчать. Потому что, может быть, вот подобные змеи много раз пытались ее на что-то уговорить, на что-то склонить, или пытались ее вовлечь в спор, или наоборот, словно купить, налезть. И вот теперь она понимает, что нет, здесь самое главное – это я сама и мои планы. Она со всеми готова взаимодействовать, более того, хочется и с ней взаимодействовать, дружить, общаться, потому что королева жезлов обладает таким магнетизмом. Но вот тот черный кот, который возле нее присутствует на каждой практически карте, говорит о том, что она вам никогда не расскажет ни о своих планах, ни о чужих. Она умеет хранить тайну, собственно, как и отшельник. Поэтому ваши планы, они должны быть оформлены. Или вы какую-то свою стратегию можете и должны продумывать. Но об этом молчание вам помогает. И для вас это как знак судьбы. По сути дела, в разных, посмотрите, палитрах красок. Отшельник такая холодная, беспристрастная карта. А это огонь, это уже какая-то активность. Но это настолько выверенно точная активность, когда, ну, нет права на ошибку, когда меня точно не затянут в какие-то либо силки, либо в какие-то обязательства, или я сам не найду какие-то грабли. Вот для вас тогда и будет вот этот самый праздник. Все же правда, тут кто-то может пытаться словно реванш взять. А вдруг, дай попробую, да? Вдруг у меня получится каким-то заходом еще раз, да, дважды войти в реку. Или это будет касаться работы, или это будет касаться личной жизни. Ну и сами-то мы тоже можем поторопиться и куда-то, ну, как упустить какой-то важный нюанс. Давайте достанем еще один знак судьбы, основной. Но если тогда словно 4 пентаклей, будьте жадинами, ведь это карта жадины, когда мы больше сохраняем. И это не обязательно деньги, хоть у нас и пентакли. Сохраняйте собственные ресурсы. И значит, не проболтаться о своем намерении, о своей цели. Опять же, да, возвращаемся к 2 картам, как и отшельник, так и королева жезлов. Так и буквально, может быть, не согласиться на какую-то
проект, ну так, вам могут предложить банально, купи вот это, или приобрети, или какая-то там реклама еще идет, и тебе это выгодно, тебе это нужно, я не знаю там для чего нужно, но иногда могут такие невероятные причины и для твоего благополучия, и для твоего здоровья, и для твоего успеха, ну, самые разные небылицы будут говорить. Но, по сути дела, вам это не нужно. Вам самая главная задача удерживать какую-то собственную опору. Удерживать, может быть, себя, не проболтаться о своей мечте, о своей идее. Помните, идею тоже можно украсть. А вокруг люди разные, видимо, будут на этой неделе. Поэтому берегите себя отчасти, будьте и жадинами тоже. Сфера ваших достижений. Снова продолжает карта ту же тему. Не замечтаться, мои дорогие. У вас будет хорошее настроение. Может быть, на начало недели некоторые, или где-то вот, ну, может, и вторник, среда. Вот если так возьмем расстояние в нашем пасьянсе, где вот выпала эта луна, месяц и тройка мечей, это где-то вот оно очень подходит, да, под значение. Может появиться как какой-то человек, и для кого-то это могут быть тяжелые эмоции, а для кого-то это наоборот. Человек, который пропал, и вдруг он раз воскрес, и мы уже рады, мы уже счастливы. А карта говорит либо о незрелости конкретных каких-то планов, которые нужно додумать как подшельнику, или вам самому что-то просчитать, и при этом надеяться на самого себя, и спрашивать у себя, ага, а что я буду делать, если я один на один с какой-то проблемой останусь? Или я сейчас соглашусь, предположим, подпишу тот документ, который мне предлагают, а потом, через пару дней, могу ли я просчитать, могу ли я предвидеть, и вообще, что я буду делать, если что-то пойдет не так. Здесь нельзя быть в прострации, безусловно, потому что незрелость, это может быть как наша собственная, из-за того, что мы поддались приятным эмоциям, правда, и что-то прошляпили, ну и так бывает. Но это может быть и с человеком связано. И пусть этот человек даже достаточно почтенного возраста, а мы тут можем нарисовать того, что мы хотим видеть, но не то, что есть в реальности. И здесь нам вот уже мечты показывают, да, добрая карта, добрые какие-то вести. Но не беги впереди паровоза, говорит эта карта. Да, будет повод для радости, но что-то все равно. Вот себя сохранять, это будет как знак высших сил или знак судьбы, чтобы, ну, где-то потом не расстраиваться. У нас ведь, видите, тут хрюша с крыльями, мы знаем, свиньи не летают. И чаша кажется полная, наполненная, как туз чаш, да? А по факту она пустая. Вот чтобы не было какой-то неправильной игры, мои дорогие. Поэтому храните, с одной стороны, молчание, но и мудрость вам помогает. И это на работу, дела, бизнес и деньги. И все то, что я говорила долго, как раз все проигрывается по этой карте. Личная жизнь. Мы тут можем и по личной жизни. С одной стороны, вы можете просто устать, потому что по четверке мечей это карта отдыха. И мы приводим мысли в порядок. Я не могу сказать, у вас 2 четверки проходят. И я говорила, что тут не бегите куда-то. Тут, может быть, некоторые вопросы прояснятся сами по себе. Или, если не ваши компетенции, какой-то вопрос мы не можем ускорить, да, есть регламент. Ну, так смысл тогда себя дергать или пытаться кого-то дернуть в надежде, что он быстрее что-то там рассмотрит, подпишет. Маловероятно. Тогда, наоборот, если мы настаиваем, какой-то обратный эффект можем получить. Это время привести еще, может быть, и тело в порядок. Я имею в виду, в первую очередь, отдых. Здесь ведь на фоне усталости могут быть сомнения. Уставшие люди делают ошибки. Помните об этом. Хотя, может быть, и какая-то история с человеком к вам тоже возвращается. И вам нужно принять или решение, или сделать важный выбор. Но тогда его тоже нужно делать, вот как отшельник, беспристрастно. Давайте я еще одну карту. Личная жизнь. Сбивчивая, опять же, информация. По 5 жезлов я называю информационного хаоса эту карту, потому что тут может быть ошибочная информация или фейки. Мы с вами об этом говорили. Здесь могут быть и люди, вот говорили, незрелость. И часто по 5 жезлов это те люди, которые... Вы вот сами люди надежные. И вы думаете, все такие, правда? А нет, тут может быть такой человек, который утром думает одно, а вечером уже забыл. Или утром пообещал что-то,
а уже в обед он не помнит, кому он что обещал. Он быстро переключается или переключает свое внимание с одного объекта на другой. Он сам по себе может быть не в ладах с собой, будем говорить, потому что он нестабилен, пятерка. Мы не можем, если мы представим весы, да, мы не можем равноценный какой-то обмен по этой карте продумать или хотели бы даже, но не получится, потому что поровну мы не можем разделить пятерку. Это на одну чашу мы можем положить 2, а на другую 3. Поэтому здесь есть какой-то явный перекос. Поэтому, правда, куда-то не торопитесь. Может быть, эта неделя самое прекрасное время для того, чтобы уделить внимание своим любимым, близким, самому себе, своему проекту, мои дорогие. Потому что все же благополучие и семейное счастье, и какие-то возможности, и открытый путь. Вот чего-то нельзя упустить. Вот этот ключ, он как выход из лабиринта. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.